Привет! Для этой косметички нам понадобится 2 мотка трикотажной пряжи, маркер, крючок номер 12 и застежка. У меня застежка 20 сантиметров. Если вы хотите шире косметичку, длиннее, то вы можете купить застежку 24 сантиметра. И я в видео скажу, как это изменить. Но в целом косметичка и так получается очень вместительная. Вы это видели сейчас на видео. Покажу одну деталь от этой застежки. Видите, тут с двух сторон гвоздики. Я находила на Озоне очень много дешевле таких штук, но у них гвоздика не было с этой стороны. И я не знаю, будет он потом отлетать, не будет. Там пишут, по идее, что не будет, но вы сами знаете, да, как отзывы пишутся. Здесь с двух сторон. Я на эту штуку ссылку оставлю. Итак, берем пряжу с одного мотка, со второго мотка. Обязательно мы эту пряжу всегда подтягиваем, потому что иначе у нас вытягивается наше изделие. Дальше не буду это показывать, просто знайте, что всегда подтягиваем. Делаем узел. Обычный, просто берем 2 нитки, вот так вот обматываем. Кончик оставляем небольшой, он нам не нужен, мы его потом спрячем. Просовываем сюда крючок и набираем 7 воздушных петель. Это не петля, это 0, это не считается. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Набрали. Теперь мы будем вязать в обратную сторону. Чтобы туда развернуться, мы набираем еще одну воздушную петлю, 8-ю. Вот сюда, вот видите, каждая петля это косичка. Сейчас у нас тут 8 косичек. 8-ю косичку мы не вяжем. То, что на крючке, вообще не смотрим, это забываем. Вот косичка, это наша стеночка, мы сюда не вяжем, вот она. Мы вяжем вот в эту косичку, в следующую, во вторую. Вяжем так, что у нас снизу остается чуть больше, 2 полосы, ну как 2. Вот эти 2 ниточки я считаю за одну полосу. У нас остается 2 тогда, получается, снизу и 1 сверху. Мы просто засовываем сюда, в эту дырочку, вытаскиваем и провязываем. Это 1. Всегда будет 7 у нас. Это 2, следующее 3, 4, 5, 6 и вот последние 7. Провязали. Дальше, чтобы нам начать вязать следующий ряд, мы делаем петлю подъема, поднимаемся на следующий ряд. Вот мы поднялись, разворачиваемся и вяжем вот в первую дырочку. Здесь просто у вас идет такой, как бы, ну, край, столбик, не знаю, что угодно, вот этот бок, и это первая дырочка. Вот косички, и вот первая дырочка. Больше дырочек нет. Ну, есть еще вот это, но это уже не то, это наша боковая стенка здесь. А вот куда мы вяжем ряд, видите, где пупырышки вот эти, между ними дырочки, и вот первая дырочка здесь. Мы в нее заводим, вытаскиваем. Бок у нас также остается тут не провязанный. Вяжем до конца. Также 7 будет в каждом ряду. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали. Делаем также подъем, чтобы перейти на следующий ряд. Разворачиваем и вот вяжем в дырочку. В обратную сторону также 7. Вяжем до конца. Делаем подъем на следующий ряд. И туда-сюда мы делаем определенную высоту. Сколько мы так делаем? Сейчас я провяжу нужную высоту, включу вам и скажу, сколько у меня рядов вышло. Давайте этот ряд еще на всякий случай вместе провяжем. И потом уже по прямой будем вязать отдельно. Вот, довязали в каждом ряду ровно 7 у вас. Провязали 7-ю, сделали подъем, развернули. Вот ваши дырочки все. И между ними начинаете вязать. Также 7, подъем, развернули. Все, вяжем. В следующем включении покажу, сколько у меня вышло. Можете ряды не считать. Сейчас я провяжу нужную высоту, и я покажу, как эти ряды зрительно видеть, чтобы каждый ряд не считать. Просто посмотреть на изделие и понимать, сколько рядов. Все. Смотрите, мы вяжем до того момента, пока у нас не получится 6 ячеек. Видите? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Как считать ряды? Вот эти вот перемычки — это не ряды. Ряд вот и ряд вот. То есть получается, если изначально считать, ну, это крайний ряд косичек, он так выглядит. Раз ряд, два ряд — это не ряд. Получается ячейка. Тут раз ряд, два ряд, ячейка. Раз, два, ячейка. Поняли? 6 ячеек. Раз, два, три, 4, 5, 6. Только имейте в виду, что на изнаночной стороне у вас начало не с целой ячейки и в конце не целая ячейка. А на лицевой стороне у вас начало с целой и в конце целой. А эти 6 ячеек мне подходят вот для такого диаметра, когда у меня 20 сантиметров крышка. Если у вас она будет 24, то вы можете провязать еще 2 ряда, у вас будет 7 ячеек. Тогда оно идеально состыкуется. Опять же, это не вся ширина. Вам кажется, что сейчас это мало, но это не вся ширина косметички, она сейчас расширится. Я бы сказала, что она даже значительно расширится. Она как такая прям большая, не знаю, походная косметичка получается. Так, как мы вяжем дальше? Нам сейчас маркер понадобится, возьмите его. Делаем подъем. Только теперь мы с вами не вяжем вот здесь вот вперед-назад, вперед-назад. Сейчас мы будем обвязывать ее по кругу. Нам нужна... У нас здесь сбоку, если вот увидите, видите, у нас идут впадинки и дырочка здесь, да, на впадинках, пупырышки и дырочка, где пупырышка. Потом следующая дырочка, где впадинка, дырочка, где пупырышка. Итак, а мы вяжем в эти дырочки. Значит, у нас здесь впадинка, здесь пупырышка, значит, тут первая дырочка должна быть во впадинке. То есть не вот это, где пупырышка, а вот это вот. Подъем мы сделали. Вот в эту первую дырочку, вот сюда вот, мы провязываем один раз. И одеваем маркер в это место, которое мы провязали. Ну вот мы провязали, видите, у нас дырочка получилась такая, мы одеваем сюда маркер, чтобы знать, что здесь мы заканчиваем наш ряд. Дальше в это же самое место, точно сюда, мы провязываем второй раз. Провязали. Дальше мы вяжем здесь, где у нас пупырышки. Первый ряд будет только немного непонятен, дальше будет проще. Теперь где впадинка. И чередуем так до конца этого ряда. Пупырышка, впадинка, пупырышка, впадинка. Дырочки здесь понятно, ну вот где впадинка, вот она дырочка, она прям видна. Где пупырышка, также между последней пупырышкой и предпоследней вы провязываете. Вот у нас здесь начинается пупырышка, и последняя у нас косичка вот тут вот, ну, где впадинка, но ее здесь нет, здесь просто крайние косички. В общем, провязываем пупырышку обычно, но это не последняя. Последняя, вот она, вот эта вот косичка вот здесь. В нее мы провязываем 3 раза в одну косичку. 1, туда же провязываем 2, и туда же провязываем 3. Теперь мы вяжем вот сюда до последней косички, где у нас узелок. В каждую по одной. Эти дырочки, они здесь прям четко видны. Вот они идут, эти дырочки. Вот дырочка, вот дырочка. Довязали, вот у нас здесь узелок, и здесь дырочка. В эту последнюю дырочку мы провязываем 3 раза в одну. Нашу эту нитку мы кладем сюда вдоль вязания, будем ее ввязывать. 1, 2. Нитку хорошо растягиваем, чтобы нам ее хватило. Обязательно. И сюда провязываем 3. Кончик вдоль вязания, мы его ввязываем. Дальше у нас следующая должна быть там, где у нас идет перекладинка, вот эта дырочка. Тут до конца ряда вяжем, как и вязали. Перекладинка, впадинка, перекладинка, впадинка. Следующее это.
Также вяжем до угла. Кончик вязали, эту часть уже можно потом будет отрезать. Вот мы перекладинку провязываем и довязали также до последней крайней косички. Вот здесь вот перекладинка и вот косичка у нас. Мы провязываем в нее 3 раза также. Раз. Два. Три. Провязали в нее. Теперь вяжем в эту сторону, смотрите сколько. Под каждую из этих косичек. 1, 2, 3, 4, 5. Вот в последнюю сюда, где у нас вот этот как бы бок провязан, мы сюда тоже вяжем 6-ю. Видите, у нас вот в эту дырочку провязана уже вот эта часть. Но так как у нас 3 должно быть сбоку, а мы в нее только 2 вот здесь вязали, мы сюда вяжем как бы эту 3-ю. Так, теперь мы соединяем. Смотрите, мы соединяем вот с этим местом, где у нас крючок. У нас вот тут есть косичка, но она не нужна. Это наша соединительная. Поняли, куда мы провязали последнюю. Снимаем маркер, но запоминаем, где он у нас одет, чтобы соединить. И соединяем вот так вот. Заводим туда крючок под эту косичку, где был маркер. Завели, вытащили нитку и вытащили нитку вот сюда. Мы соединили. Теперь смотрите, как мы начинаем вязать следующий ряд. И в целом, ну так каждый ряд будет начинаться. Мы делаем подъем, чтобы перейти на следующий ряд. И вот в эту первую косичку, откуда у нас вот это все, если увидите, оно вот из этой косички и выходит отсюда, вот видите? Мы вот сюда, в эту первую косичку провязываем. Теперь мы в углах больше не вяжем по 3 раза. Теперь мы вяжем в каждую косичку по одному. Везде. Вообще везде. Отделим маркер, чтобы знать, что мы здесь заканчиваем. И все. Вяжем дальше в следующую косичку по одному в каждую. Доходим до края и с края также провязываем по одной в каждую. Больше мы нигде прибавок не делаем. Везде по одной. Давайте вот так вот провязываем этот круг. И вот здесь вот мы встретимся ближе к концу где-нибудь, ну, в середине. Я скажу, на каком месте мы заканчиваем круг. И дальше уже можно будет вязать самостоятельно, потому что здесь никаких изменений. Просто под каждую косичку мы провязываем. Обязательно хорошо нитку растягиваем. Вот косички все идут. Вы просто под нее засовываете крючок, вытаскиваете и провязываете. Хорошо все растянув. Смотрите. Вот у меня косички остаются. Я хочу показать, куда мы не провязываем. Вот здесь у нас одет маркер, вот на этой косичке. Здесь мы закрываем. Но перед ней есть раз, два, две косички. Сейчас это плохо видно, но в дальнейшем будет четче. Вот смотрите, здесь, значит, маркер одет на этой косе. А вот эта вот косичка, это ее боковушка, вот которую мы на ряд выше, помните, каждый раз поднимаем. Вот это ее бок. Получается, это первый ряд, косичка первого ряда держится за косичку второго ряда. То есть вот второй ряд и вот первый. Это просто место вот такого стыка, где мы закрываем ряд. Получается, вот эту я еще провязываю. И у вас должно остаться тут, где одет маркер, и перед ними две косички, которые мы не вяжем. И вы, если постараетесь, увидите, что вот эта косичка, это вертикальная, которая от второго ряда, а это горизонтальная, которая от первого. Они образуются следующим образом. Вот мы снимаем маркер, и в это место, где у нас был маркер, мы делаем так. Просовываем, вытаскиваем и сюда. И вот она падает, и получается как раз вот это горизонтальное. Дальше это будет четче видно. Чтобы начать новый ряд, мы делаем опять подъем. Это как раз наш бок, вон тот, который мы не вяжем. Видите, вот они получились. Вот горизонтальная, которая упала, держится за наш подъем. То, что мы обычно пропускаем с вами в конце. Вот косичка, из которой все вот это вот выходит. Первая косичка, видите, все из нее вылезает. Мы вот в эту косичку провязываем. И одеваем маркер, чтобы знать, что здесь мы заканчиваем. И вот что мы пропускаем, видите, как раз этот подъем и это упавшее. Ну, потом будет это четче видно. Все, мы вяжем вот так вот следующий круг. И давайте опять в конце встретимся, я вам еще раз покажу. Здесь также в каждую по одной, без изменений, хорошо растягиваем пряжу. Я заканчиваю ряд, хочу еще раз вам показать. Вот здесь одет маркер на этой косичке. Перед ней у вас остается раз, два, не провязанная.
Вот эта косичка, она как бы вертикальная, она видна, видите? И вот горизонтально держится за нее. Надеюсь, что вам это видно. Если этого вам не видно, то просто знайте, что перед маркером раз, два они не провязаны. Это мы провязали с вами третий ряд. Вот мы закрываем и закрываем. У нас получается здесь, ну вот здесь, видите, вертикальные перекладинки, видите, где мы дно вязали. А потом идут горизонтальные. Раз, два, три. Три ряда у нас получается связано. Дальше мы в начале каждого ряда делаем подъем на следующий. В первую, откуда вот это все выходит, дырочку, провязываем. Одеваем маркер, чтобы знать, где мы заканчиваем. И без прибавок, без ничего вяжем по кругу. Здесь помним, что пропускаем и соединяем. 3 ряда у нас есть, давайте провяжем еще 5, всего у нас будет 8 рядов, и там встретимся. Провязали, давайте с вами посчитаем ряды. Итак, разворачиваем и с боковинки самой нижней пупырышки считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все правильно. Теперь мы пришиваем нашу эту штучку. Смотрите, здесь у нас рисунок с пупырышками, внутри он более красивый, поэтому мы сейчас с вами вывернем сумку. Уголки вот здесь вот вы можете руками выпрямить прям хорошо их. Можете не выпрямлять, оставить их более круглые, как вы хотите, так и делайте. Сейчас нужно посмотреть на ваше дно, и вот на эти полоски, вы прям увидите здесь изнутри, ну, рисунок идет полосками. Нужно, чтобы все было ровно симметрично. Иногда, так, когда мы вяжем по кругу, бывает, что вот эта часть сумки начинает как бы съезжать в бок. В общем, надо рукой прям вот так взять, если что, и все ровно вывернуть, чтобы сумка не шла наискось внутри. Ну, в общем, если она у вас вдруг косая, вы прям увидите, что дно ровно, а бок прям куда-то косит. Начинаем пришивать наш крепеж. Так, ну, в это место наше обычное. Мы делаем петлю подъема, чтобы перейти на новый ряд. Сделали. В этом ряду мы будем делать убавки в каждом углу. Первая у нас убавка сразу в начале. Мы берем нашу эту штучку, просто кладем, держим здесь. Вот наша первая дырочка, как и всегда. Вот у нас это все выходит из этой дырки, это наша первая дырка, ничего не меняется. Мы в нее заводим крючок. Но нам надо сейчас вязать так, чтобы мы ниткой вот этой постоянно обвязывали нашу застежку. То есть сейчас мы берем, просто нитку кладем на застежку и подхватываем вот здесь. Вот видите, получается застежка обвязывается. Вытаскиваем, но не провязываем, потому что мы делаем тут убавку. Вот следующая косичка. Мы в нее также засовываем, вытаскиваем нитку. И теперь у нас, когда на крючке 3, мы их вместе провязываем. Это убавка. Убавили. Теперь в каждую косичку мы вяжем по одной 11 раз. Вот следующая косичка. Нитку также через эту мы всегда продеваем теперь. То есть все то же самое, просто между нами железка оказалась. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ой. 9, 10, 11. Провязали 11, делаем убавку. Делается она точно так же. Эту штучку, если что, можно тут, ну, немножко повернуть, но главное, сильно ее не вертите. Смотрите, чтобы у вас вот эти вот кончики были ровно по бокам, чтобы потом сумка не покривилась и не надо было все это вертеть. Итак, вытащили 1 в следующую косичку, 2. У вас на крючке 3 штуки, и их вместе провязываете. Сделали убавку. Теперь нам нужно с вами провязать 3. 1, 2, 3,
3. Дальше мы делаем одну воздушную петлю. Это место, где у нас вот эта вот часть. И вот эту косичку, которая под ней, одну, мы пропускаем. И вяжем следующую, во вторую косичку. Также сюда, только теперь мы вяжем с другой стороны. Также 3. 1, 2, 3. Теперь мы делаем убавку. Также вот в косичку вытащили 1, в следующую косичку вытащили 2, на крючке у нас 3, и их вместе провязываем. Дальше мы провязываем 11 в каждую по одной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Дальше мы делаем убавку. Также в косичку вытащили, в следующую косичку вытащили, 3 вместе провязали. Смотрим обязательно, чтобы наши бока у нас были прям посередине, чтобы сумка не перекручивалась никуда. Дальше мы провязываем 3 по одному. 1, 2, 3. Дальше мы сделаем над нашим зажимом вот этим одну воздушную петлю. Здесь одну косичку под ним мы пропустили, вяжем во вторую. 1, 2, 3. Все, у нас здесь место соединения нашей горизонтальной полоски, это видно. Вот здесь я вам писала одеть маркер, когда мы первую провязали. Как обычно, заводим, вытаскиваем, вытаскиваем. Отрезаем нитку от мотка. У меня отрезано, потому что я несколько раз это перевязывала, я ее уже отрезала. Вы отрезаете небольшую, мы сейчас завяжем узел и спрячем. Все, вам много не нужно. Вытаскиваете. Здесь ее, ну, вот через эту косичку продеваете под ней. Только не 2 в одном месте, а в разные, чтобы можно было узел завязать на ту сторону. Но в разные, в смысле, чтобы это через какую-то перекладинку было. Вы понимаете, да, что узел иначе мы не завяжем. Завязываем здесь узел. Можно даже второй, но не больше, чтобы шишки там не было. И эти ниточки вы прячете вот здесь вот везде в вязании. Продеваете по-всякому через разные. Чем туже, тем лучше. Они там будут хорошо держаться, не вылезут у вас. Подтягиваете, чтобы не было видно ничего. Ну вот, через эту, потом еще через какую-то. И продели сколько надо, кончики обрезали. Смотрите, когда вы довязали, вам нужно вот здесь, вот по этому краю, хорошо вывернуть вот так вот. Ну, то есть, если это все будет вот так, оно не закроется, потому что вот это просто не даст закрыться. Нужно, чтобы вот эту косичку прям вывернуть. Чтобы вот эти края все, и перед, и края по бокам вывернуты были. И с этой стороны также перед, и края, это я еще не засунула, должны быть тоже вывернуты. И тогда она у вас будет закрываться ровно, видите, все, она вся закрывается. Если вы не будете выворачивать, то, ну, вот эти части не дадут ей до конца закрыться. Все, девочки, я с нетерпением жду фотографии ваших работ в Телеграме, жду ваших отметок в Инстаграме, буду к себе это все репостить. До новых встреч, пока-пока.